Здравствуйте, уважаемые коллеги! Опять же мы погружаемся в новинки, пришедшие в наши магазины. Сегодня у нас очень интересная новинка пополнения модельного ряда в 48 масштабе. В этот раз за это пополнение ответственная компания Tamiya. Давно у них не было мессершмиттов. Мессершмитты появились у Звезды, появились они у Эдуарда. И вот Tamiya решила, что у нас тоже нету мессершмиттов, и вот мы тоже хотим мессершмиттов. Вот выпустили вот они такую замечательную модель в 48 масштабе. Это мессершмитт G6. Ну, говорить о этой модели что-либо сложно. Сам я таких моделей, правда, в 32 масштабе собрал большое-большое количество. Даже если честно, и не помню сколько. Много, одним словом. Значит, ну что хочется сказать. Ил-2, шикарная модель в 48 масштабе от Tamiya. Ки-61, вот мессершмитт 109. Конечно, опять же, хочется задать вопрос, почему именно сразу вот G6, который выпускают все, кому не лень. Даже я помню, что в свое время первая модель, которую собирал в 48 масштабе из мессеров, это были именно модели G6 от компании Академия. Вот, и поэтому, ну вот, наверное, так захотелось, потому что самая большая серия именно построенных боевых самолетов была именно, ну, после Ил-2, конечно, это именно мессершмиттов. Их было собрано именно G6 огромное количество. Вот, такое же огромное количество их было сбито. Но, тем не менее, машина знаковая. Одно из олицетворений, так сказать, Люфтваффе в воздухе, это именно мессершмитты. Ну, дальше говорить сложно что-либо, потому что все сказано, все знают. Поэтому учить никому не буду. Мы вот сразу заглянем в коробочку. Вот, ну, вот такая красивая всегда отличалась компания Tamiya своими бокс-артами. Очень интересная выполненная коробочка. Также единственное, кто может бросить вызов по, так сказать, оформлению лицевой части коробки, это компания Хасигава. Ну, там у них знаменитый художник Койки Шигео, он даже целые картины рисует на эту тему. Вот. Но, тем не менее, вот такой бокс-арт. Здесь запечатлено два мессершмитта из 54-й эскадры. Судя по полосам вторжения, я думаю, что это где-то уже 44-45 год. Машины оснащены топливными баками. Ну, вот, летят на болевой вылет. Вот, также на боковых стенках даны одни из нескольких вариантов раскраски. Это самолет у нас 27-й эскадры. Вот. А здесь самолет Эриха Хартмана. Ну как же без него? Если Феррари, то это обязательно Шумахер. Если мессершмитт, то обязательно Эрих Хартман. Вот, открываем коробочку. Давайте мы внимательно рассмотрим, что же у нас здесь находится. Ну, сначала как бы вот остекление, также оно аккуратненько вот в таком пакетике закреплено. Оригинально здесь поступила компания Tamiya. Вот так вот здесь дано остекление. Здесь у них даны два вида прицелов, которые стояли здесь. Также дана откидная часть фонаря кабины, бронезаголовник, задняя часть кабины и посадочная фара, которая очень часто на самолеты не устанавливалась, только на машины, которые относились к разведке. Тем не менее, если вы хотите собрать самолет, который принадлежит именно к дневной истребительной какой-то группе, использовался днем, то все равно придется вклеить вот эту вот штучку, вот этот небольшой, и закрасить его заподлицо, потому что иначе у вас там будет просто отверстие в крыле. Вот таким образом, поэтому мы это аккуратненько убираем. Все это кристально чистое, прозрачное, но тут только восторг. Вот здесь у нас пошла задняя, вернее задняя нижняя часть крыла. Вот дано здесь две разновидности топливных баков. Вот, я так понимаю, что они разные по креплению. Также есть здесь гондолы
пушек МГ-15-20, которые очень часто опционно устанавливались на модификации. Многие знают, что они пошли, модификации уже там назывались R, G6R6, G6R3. Все это вы можете прекрасно найти в сети, посмотреть. Ну, в многих частях, например, на нашем фронте, на Восточном, достаточно было пушечного вооружения, потому что, если немножко вернуться, самолет имеет вооружение штатное, без пушек под крыльями. Он имеет 20-миллиметровую пушку, вот, и 2 13-миллиметровых пулемета. Они сюда не поместились, поэтому такие характерные шишки. Вот, в некоторых частях здесь рисовали глаза. Вот этот характерный вид именно говорит о том, что 13-миллиметровый пулемет со своими системой выбросов и подвода боекомплекта, боепитания не помещались. Поэтому такие выколотки были сделаны. И такие характерные пузыри, их называют шишки, как вам будет удобно. Вот, тем не менее, это вот именно Г6 отличается именно от предыдущих Г2 модификации именно вот наличием вооружения. Но кроме этого еще могли устанавливаться также пушки. Вот. Ну, на Восточном фронте 20-миллиметровых пушек и 2 13-миллиметровых пулеметов хватало за глаза, поэтому даже если самолет поставлялся с завода, приходил с пушками, вот эти вот обтекатели ставили, а пушки снимали. Ну, для облегчения маневренности и, так сказать, большего радиуса действия, потому что все-таки большее сопротивление, меньше скорость, ну и так далее. Так, верхняя часть крыла здесь у нас, вот непосредственно вот эти вот, так сказать, пузыри и шишки. Здесь у нас различные варианты, потому что, я так понимаю, что компания задумала сделать, что можно еще сделать открытым. Значит, хвостовой пневматик сделан абсолютно уже полностью литым. Вот он здесь двух видов, потому что на модификации это Г6, но была еще модификация высотная Г5. Там именно очень часто попадались вот такие вот пневматики, когда не было резинового гофра, который закрывал механизм складывания, и двух звеньев, который управлял непосредственно хвостовым колесом. Колеса здесь сделаны вот таким вот образом, вот внутренние части. То есть все очень сильно расчленено, но Томи, она и в Африке Томи. Я думаю, что проблем со сборкой данной модели не возникнет. Вот. Так, что еще здесь у нас? Здесь у нас пошли, вот у нас здесь патрубки, здесь дан двигатель. Патрубок дан также входной, именно непосредственно воздуховод для питания, так сказать, чтобы двигатель кушал воздух. Непосредственно он здесь двух видов, он есть в обыкновенном варианте, есть с тропическим фильтром. Ну, оригинально, но Г6 были с тропическим фильтром, правда уже совсем немного. Несколько Г6 летали в Италии. Конечно, там очень много было песка, и поэтому установка фильтров там была очень актуальна. А те машины, которые эксплуатировались в Европе и у нас, они, как правило, противопылевых фильтров не имели. Ну вот здесь вот такая вот большой вот литничок, здесь непосредственно вот так вот расчленение они решили двигатель. Я могу сказать, я догадываюсь, вот опять же здесь еще дан фильтр другого образца, здесь более большой, более маленький. Все это зависело от серии, о том, где, на каком заводе машина выпускалась, поэтому здесь все это очень, все отличия, они заложены уже здесь. Ну а вот такое вот членение, когда вы здесь не видите хвостового оперения, говорит о том, что, скорее всего, в дальнейшем пойдет модификация, ну, так называемый Г6 поздний, они его называют. Он будет с другим остеклением, с другим более высоким килем. Я думаю, что, наверное, для того, чтобы потом использовать как можно больше из предыдущей модели, вот, поэтому господа томиевцы или томиевцы, как правильно сказать, сложно, именно решили поступить именно таким образом. Вот. Ну и также я думаю, что здесь, ну, может быть, у них получится здесь и капоты другие поставить. Хотя я думаю, что это уже будет даже... Ну, я думаю, что Г14 и Г6 поздний, и различная модификация, вот, можно будет отсюда вытащить. Также здесь у нас мы видим пилота. Вот. Даже пытливый спросит у меня, а где же голова? Голова у него находится вот здесь.
Вот, в глаза ему сложно заглянуть. Ну, я так думаю, что это непосредственно Эрик Хартман. Он очень маленький, но это он. Вот, единственное, что вызывает недоумение, ну, никак недоумение, наверное, просто не поместилось. Вот эта часть находится вот здесь вот. Она не поместилась, очевидно, по технологическому членению, когда делали пресс-форму. Она находится здесь, поэтому будьте к ней аккуратны, старайтесь ее не выломать, потому что она, естественно, выпирающая, и поэтому очень она стремится. Вот, ну и последнее, что мы хотели посмотреть, это, конечно, декали. Декали, как обычно, вот дают на 3 варианта здесь данные. Также здесь дана отдельная техничка. Декалями здесь даны также и здесь у нас сейчас еще что-то я тут нашел вкусненькое. Это что же это у нас такое? Это у нас непосредственно вот это вот вы можете аккуратненько вот так вот вырезать и приклеивать на остекление кабины. То есть вам не нужно мучиться и вырезать и здесь делать, допустим, маски. Это все здесь уже как бы есть. За это большое спасибо компании Tamiya. Вот, ну, традиционно знаете, что Хасигава и Tamiya, они кладут сюда свастики. Они как бы в наборе есть. Если вы покупаете от компании Звезда, естественно, там свастик не будет, но есть декальные наборы. И также фирма, которая представляет их, делать отдельно. Здесь вот у нас, не буду открывать, здесь втулочки у нас, вот, на которые будут ставиться колеса, и винт также будет на втулке, то есть он будет вращаться свободно. В то же время не будет давать очень сильной щели между фюзеляжем и непосредственно самим винтом. Ну, значит, здесь у нас инструкция традиционная для компании Япония. Да, они здесь внизу показывают сразу те краски, которые необходимо использовать для оформления. Дальше порядок сборки. Но я думаю, что здесь нет смысла вот так вот подробно останавливаться. Здесь все ясно. Здесь в конце есть такой небольшой, как бы показывается, как и куда располагаются где технические надписи. Вот. Ну и отдельно сейчас, так же как очень многие фирмы это делают, вот такая вот шикарная. Я впервые вот такую вот раскладочку увидел, когда у меня появился в руках F16 от компании Tamiya. Вот, значит, здесь у нас непосредственно окраска того же вот самолета, который изображен на коробке. Вот, хочу вас обратить внимание, что вот этот вот камуфляж у них, у Мессершмиттов, он у них был вот такой вот рубленый, такими сегментами. Камуфляжная схема у всех Мессершмиттов могла быть разная, опять же, зависит от завода. Ну вот такой вот камуфляж, видите, здесь как расположены камуфляжные пятна, здесь и на хвосте. Вот, и также здесь, видите, везде камуфляж абсолютно разный. Зависит от производственной серии, где самолет производился. Ну, опять же, здесь 27-я эскадра, ну и самолет Эрика Хартмана, который у нас летал и сбил очень много-много, больше 300 советских самолетов. Многие подтверждают это сомнение, но он уже умер, у него не спросишь. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрели очередную новинку, пришедшую в наши магазины. Это в 48-м масштабе самолет Мессершмитт Г6 от компании Tamiya. Давно не было у них Мессершмиттов, Г6 не было совсем, были только ранних модификаций Е1, Е3, Е4, Е7, и вот теперь у них Г6. Вот. Машина очень интересно расположена и членение на литниках. Ну, я думаю, что опытные моделисты соберут. Я уже думаю, что уже есть вовсю, уже модели собирают на различных сайтах. Желаю вам приобрести эту новинку. Модель интересная, я думаю, займет достойное место на вашей полке. Вот. Ну, также не забывайте, что есть Мессершмитт Г6 от компании Звезда, который, конечно, является в другом ценовом диапазоне, но я думаю, что каждый из моделистов хочет попробовать Г6 именно от Tamiya. Вот такая интересная у нас сегодня была передача. Так что, пожалуйста, приезжайте в наши магазины, приобретайте новинки. Меня зовут Павел. До новых встреч. Всего хорошего.